Магистральный тепловоз весит около 200 тонн и способен стронуть с места состав в 7000 тонн. Внутри у него дизель почти на 4500 лошадиных сил, мощность 30 обычных машин, слитых воедино. И вот теперь попробуйте угадать, с какой скоростью крутится этот исполин на полном ходу. 8000 оборотов в минуту? 6? Хотя бы 4? Нет. Всего около 1000. Примерно столько же выдает двигатель вашего автомобиля, когда просто тихо урчит на холостом ходу у светофора. Этот мотор не умеет разгоняться и не умеет реветь. Зато один его цилиндр по объему больше, чем весь двигатель вашей машины целиком. И если залить в него бензин, он не поедет плохо. Он методично разрушит сам себя изнутри за считанные минуты. Но по-настоящему странно здесь другое. Этот дизель вообще не крутит колеса тепловоза. Он к ним не подключен. Между ними нет ни коробки передач, ни сцепления, ни единого вала. Тепловоз устроен совсем не так, как вы привыкли думать. И настоящая причина, по которой поезда так и не поехали на бензине, прячется гораздо глубже, чем банальная экономия топлива. Досмотрите до конца, и вы поймете, почему пламя физически не способно пройти сквозь слишком большой цилиндр. И почему самый мощный двигатель на рельсах устроен как маленькая передвижная электростанция. Прежде чем разбираться в физике, стоит развеять одно распространенное заблуждение. Может показаться, что железнодорожники просто никогда всерьез не рассматривали бензин, по привычке выбрав тяжелое топливо. Но это неправда. Бензин на рельсах не отвергли с порога. Его честно испытали, причем в самые ранние годы моторной эпохи, когда никакого дизеля на железных дорогах еще и в помине не было. В самом начале 20 века дороги искали, чем заменить паровоз на малодеятельных ветках. Гонять тяжелый паровоз с бригадой ради десятка пассажиров было чистым разорением. Он требовал угля, воды, кочегара, машиниста и долгой растопки перед каждым рейсом. Нужно было что-то маленькое, дешевое и способное завестись за пару минут. И решение нашлось. Самоходный вагон с бензиновым двигателем. Самым знаменитым стал вагон компании Маккина, появившийся примерно в 1905 году при поддержке одной из крупнейших американских дорог. Выглядел он фантастически для своего времени. Остроносый корпус, рассекающий воздух, круглые иллюминаторы вместо привычных окон. Настоящий поезд из фантастического романа. Внутри стоял большой бензиновый мотор, и таких вагонов построили около 150. В Америке подобные машины прозвали дудлбагами. Они десятилетиями развозили пассажиров и почту по тихим провинциальным веткам. Более того, инженеры пошли еще дальше и придумали хитрую схему. Бензиновый двигатель не крутил колеса напрямую, а вращал электрический генератор, а тот уже питал тяговые электромоторы на осях. Запомните этот принцип. Именно он позже станет сердцем настоящего тепловоза. Но тогда, в начале века, он работал именно на бензине. И вот здесь начинается самое интересное. Пока речь шла о легком вагончике на 100 лошадиных сил, схема прекрасно себя оправдывала. Но стоило попытаться масштабировать ее до магистральной мощности, чтобы таскать тяжелые составы, и все упиралось в невидимую стену. Бензиновые локомотивы так и остались там, где мощности требуется совсем немного. Маленькие маневровые мотовозы, узкоколейка, промышленные площадки. Дальше этого предела бензин не пустили. Значит, дело вовсе не в предрассудках и не в привычке. Значит, при росте мощности с бензином происходит нечто, что делает его непригодным. И чтобы понять, что именно, придется заглянуть внутрь цилиндра. Мы привыкли думать, что бензиновый и дизельный мотор отличаются только тем, что в них заливают. На деле разница куда глубже. Это два принципиально разных способа поджечь топливо. В бензиновом двигателе воздух и топливо заранее смешиваются, а потом свеча дает искру, и от нее по камере сгорания расходится фронт пламени, огненная волна, бегущая от свечи к дальним стенкам цилиндра. Дизель устроен иначе. Он сжимает чистый воздух так сильно, что тот раскаляется до нескольких сотен градусов и лишь затем впрыскивает в это пекло топливо.
Оно вспыхивает само, без искры, ровно по мере поступления. Здесь и прячется главная ловушка бензина. Огненной волне нужно время, чтобы пересечь цилиндр. Пока она в пути, оставшаяся смесь в дальних углах камеры сидит под чудовищным давлением и нагревается все сильнее. В маленьком цилиндре пламя успевает добежать первым, но стоит увеличить диаметр, и наступает момент, когда несгоревшая смесь не выдерживает и взрывается вся разом, навстречу основному пламени. Это детонация. Не мягкое горение, а настоящая ударная волна внутри мотора. Именно она слышна, так металлический стук под нагрузкой, и именно она прожигает поршни и разрушает двигатель изнутри. Чем больше цилиндр, тем неотвратимее это происходит. Отсюда жесткий физический потолок. Объем одного цилиндра бензинового мотора почти невозможно вытянуть заметно больше литра. Дальше начинается неуправляемая детонация. А у дизеля магистрального тепловоза объем одного цилиндра порядка 10 литров, и таких цилиндров в нем 12, 16, а то и больше. Один цилиндр тепловоза крупнее, чем весь мотор легковушки целиком. Для дизеля само воспламенение не катастрофа, а рабочий принцип. Топливо горит ровно там, куда его впрыснули, и размер камеры его совершенно не смущает. Именно поэтому все самые огромные двигатели планеты, включая судовые исполины высотой с трехэтажный дом, до единого дизельные. Бензинового мотора такого размера просто не может существовать. Здесь внимательный зритель наверняка захочет возразить. Ведь бывают же мощные бензиновые двигатели. Гоночный мотор запросто выдает 800 лошадиных сил, да и суперкары не жалуются на нехватку сил. Почему бы не собрать из таких моторов тягу для поезда? Возражение резонное, но в нем спрятана подмена понятий, которую очень легко не заметить. Дело в том, что мощность — величина составная. Это крутящий момент, помноженный на обороты. Гоночный двигатель берет свое именно оборотами. Он выдает скромное усилие, но раскручивается до 8, а то и до 10 тысяч оборотов в минуту, и за счет этого набирает внушительные цифры в лошадиных силах. Тепловозный дизель лишён такой возможности напрочь. Он крутится всего около 1000 оборотов, значит, всю свою мощность он обязан взять единственным способом — чудовищным крутящим моментом. Не скоростью вращения, а грубой силой. И это ровно то, что требуется на рельсах. Чтобы стронуть с места состав в несколько тысяч тонн, нужна не резвость, а неумолимое усилие с самого нуля. Причем удерживать его придется не пару секунд, а часами. Тепловоз тянет тяжелый поезд в гору на около максимальной нагрузки, и это для него не подвиг, а обычный рабочий день. Вот здесь бензиновый мотор и ломается. Он в принципе не рассчитан жить в таком режиме. Поставьте его под полную нагрузку на низких оборотах, где он и без того балансирует на грани детонации, и температура в камере поползет вверх, а вместе с ней и разрушение. Он выживает как раз потому, что в автомобиле работает урывками. Разогнался — отпустил, покатился накатом. Постоянной каторги он не выдерживает. Проще всего представить это так. Спринтер и тяжелоатлет оба невероятно сильны, но по-разному. Спринтер великолепен на короткой дистанции, где все решает доли секунды, а тащить груженный вагон 8 часов подряд, шаг за шагом, будет второй. Допустим на секунду, что физику удалось обмануть, и бензиновый мотор нужной мощности все-таки построили. Проблема на этом не закончится, они только начнутся. Потому что топливо локомотив возит с собой, и в совершенно нечеловеческих количествах. Бак магистрального тепловоза вмещает около 5000 галлонов, примерно 19-20 тысяч литров. Это не канистра и не привычный автомобильный бачок на 50 литров. Это целая цистерна весом порядка 17 тонн, подвешенная снизу, прямо под ногами у локомотивной бригады. Тепловоз буквально ездит верхом на бензовозе. И тут в игру вступают два свойства топлива, которые в автомобиле почти незаметны, а здесь становятся решающими. Первое — плотность энергии. Литр солярки содержит примерно на 10% больше энергии, чем литр бензина. В машине эта разница ничтожна.
Но умножьте ее на 20 тысяч литров и получите сотни лишних километров между заправками. Для локомотива, уходящего в рейс на тысячи километров вдали от любой инфраструктуры, это уже вопрос самой возможности такого рейса. Второе свойство — и ставит на бензине окончательный крест. Это температура вспышки, порог, при котором жидкость начинает выделять пары, способные вспыхнуть от искры. У дизельного топлива она составляет примерно от 50 до 60 градусов выше нуля. При обычной уличной температуре солярка гореть попросту не хочет. Поднесенная спичка чаще всего гаснет. А у бензина этот порог около 40 градусов ниже нуля. Даже в лютый мороз он непрерывно выделяет взрывоопасные пары. Теперь сложите одно с другим. 20 тонн бензина в баке, который несется через переезды, тоннели и станции и первым принимает удар при сходе с рельсов. Не случайно требования к прочности топливных баков локомотивов десятилетиями только ужесточались, именно из-за риска разлива и пожара. Даже существуя такой двигатель, никто в здравом уме не стал бы возить под кабиной машиниста 20 тонн летучей взрывчатки. Есть еще одна причина, о которой почти никто не задумывается, и она кроется не в устройстве мотора, а в том, как он живет изо дня в день. Рабочий режим тепловоза не имеет ничего общего с привычной нам ездой. Начать стоит с того, что у машиниста нет педали газа. Вообще нет. Вместо нее контроллер с 8 фиксированными позициями, плюс холостой ход. Никакой плавности. Мощность выбирается ступенями, будто переключателем. Машинист не поддает газку, а выставляет позицию и ждет, пока 100-тонная махина медленно отзовется. Дальше — сам характер работы. Тепловоз часами тянет состав на предельной, 8-й позиции, под полной нагрузкой, а потом столько же часов стоит на холостом ходу, дожидаясь своей очереди на станции. Причем старые машины нередко вообще не глушили сутками. В системе охлаждения традиционно циркулировала обычная вода без антифриза, и заглушенный на морозе дизель рисковал попросту разморозить блок. Проще было оставить его молотить в холостую. И вот здесь у бензинового мотора обнаруживается еще одна фатальная слабость. Чтобы уменьшить мощность, он вынужден прикрывать дроссельную заслонку, то есть буквально душить сам себя, перекрывая доступ воздуха. Поршни при этом тратят силы на то, чтобы втянуть воздух через узкую щель, и энергия уходит в никуда. Именно поэтому в пробках и на холостом ходу бензиновый двигатель так удручающе неэффективен. Дизель же никакой заслонки не имеет. Воздух у него всегда заходит свободно, а мощность регулируется исключительно количеством впрыснутого топлива. Меньше нужно — меньше впрыснули, и все. Никаких потерь на удушение. В цифрах разница получается впечатляющей. Коэффициент полезнодействия бензинового мотора где-то 25-30%, то есть 3/4 сожженного топлива улетает в тепло и выхлоп. У крупного тихоходного дизеля 40, а то и 45%, а судовые исполины, работающие на совсем малых оборотах, подбираются к 50%. Это лучший показатель среди всех поршневых тепловых машин, когда-либо созданных человеком. Медлительность, которая казалась недостатком, на деле оказалась главным преимуществом. Пришло время вернуться к обещанию из начала ролика, к самой странной детали во всей этой истории. Дизель тепловоза не крутит его колеса. Он к ним вообще не подключен. Между двигателем и колесными парами нет ни коробки передач, ни сцепления, ни карданного вала, ничего из того, что мы привыкли считать обязательным для самоходной машины. Вместо этого дизель занят единственным делом. Он вращает электрический генератор. Тот вырабатывает ток, ток идет по кабелям к тяговым электродвигателям, сидящим прямо на осях, и уже они крутят колеса. Схема называется дизель электрической передачей. По сути, тепловоз — это электровоз, который просто возит свою электростанцию с собой. Зачем такое усложнение? Представьте механическую коробку, способную передать 4500 лошадиных сил и при этом стронуть 7000 тонн.
Сцепление, которому пришлось бы буксовать, пока состав нехотя приходит в движение, сгорело бы за считанные секунды. Такой трансмиссии в разумных габаритах, весе и цене просто не существует в природе. А электродвигатель решает эту задачу играючи. И вот в чем его волшебство. Он выдает максимальный крутящий момент прямо с нуля оборотов, еще стоя на месте. Ему не нужно раскручиваться, чтобы начать тянуть. Поэтому дизелю не приходится ни разгоняться вместе с поездом, ни менять передачи. Он монотонно выдает заданную мощность, а всю черную работу берет на себя электричество. Ключ к этой схеме нашел инженер Герман Лемб в компании General Electric в 1910-х годах. Он придумал управление, где одна рукоятка машиниста одновременно задает и обороты дизеля, и возбуждение генератора. А в 1925 году появился приземистый локомотив Box Cup под номером 1000, одна из первых серийных дизель-электрических машин Америки. Рядом с могучими паровозами он казался диковинкой. Никто не догадывался, что смотрит на машину, которая скоро сотрет паровую тягу с лица земли. До конца 30-х годов дизель на железной дороге считался игрушкой. Дорогой, капризный, годный разве что для маневровой работы на станции. Никто всерьез не верил, что эта тарахтящая коробка способна заменить паровоз на магистрали, где нужна настоящая сила. Все изменил 1939 год. Компания Electromotive построила грузовой тепловоз, известный как модель FT, и отправила его в турне по всей стране. 4 секции, сцепленные вместе, колесили по десяткам американских дорог и намотали около 83 тысяч миль, таская тяжелые составы там, где до этого работал только пар. Это была не выставка, а публичный экзамен, и тепловоз его сдал. Но решило дело вовсе не то, что можно было ожидать. Не скорость и даже не сила. Решили простое. Паровоз при всей своей мощи почти половину времени проводил не в работе, а в обслуживании. Заправка водой каждые сотни-другую километров, погрузка угля, чистка топки от шлака, выгребание золы, регулярная промывка котла от накипи. Целая армия людей и целая инфраструктура водокачек, угольных эстакад и депо, растянутая вдоль каждой линии. Тепловоз же мог работать сменами почти непрерывно, а заправлялся раз в сутки. Добавьте к этому голую физику. Тепловой коэффициент полезного действия паровоза — жалкие 5-8%. 0,9 угля улетали в трубу в буквальном смысле. У тепловоза он в разы выше, и топливо ему нужно куда более дешевое в пересчете на выполненную работу. Дальше случилось то, что историки называют дизелизацией. Меньше чем за 20 лет паровая тяга в Соединенных Штатах практически исчезла. Вымерла целая эпоха, которой было больше века. И вот что важно понять. Это была победа не топлива над топливом, а эксплуатационной экономики. Дизель выиграл не потому, что горячее, а потому что дешевле в содержании и надежнее. Ресурс современного тепловозного дизеля до капитального ремонта измеряется миллионами километров. Бензиновому мотору такое не снилось даже близко. Дизель не был единственным претендентом. В 50-е годы дорога Union Pacific вывела на рельсы газотурбовозы, локомотивы с настоящей турбиной вместо поршней, прозванные за рев большими дуйками. Они выдавали до 8500 лошадиных сил и работали на дешевом мазуте. Но турбина эффективна только на полной мощности, а на холостом ходу пожирала топливо чудовищно. И к концу 60-х программу закрыли. Есть и решение получше дизеля — контактный провод. Электровоз легче, экономичнее и не возит топливо вовсе. Там, где движение плотное, побеждает именно он. Швейцария, Япония, значительная часть Европы. Дизель выигрывает не везде, а лишь там, где протянуть провод дороже, чем возить солярку. Сегодня пробуют сжиженный газ, батареи, водород. И упираются ровно в то же, что и в 1905-м — плотность энергии. Но обратите внимание на главное. Бензина в этом списке нет вообще. Он проиграл даже не дизелю, а самой задаче. Вот мы и вернулись к вопросу, с которого все начиналось. Почему поезда так и не поехали на бензине?
Теперь ответ складывается сам собой, и он тройной. Бензиновый мотор невозможно построить нужного размера. Гигантский цилиндр убивает детонация. Бензин слишком опасно возить. 20 тонн летучих паров под кабиной машиниста никто в здравом уме не потерпит. И, наконец, он не умеет тянуть часами напролет. А поезду нужно именно это. А самое любопытное открытие ролика в другом. Тот самый дизель, ради которого все затевалось, колеса вообще не крутит. Он лишь тихо и монотонно вырабатывает электричество, будто маленькая станция на рельсах. А состав сдвигают с места электромоторы. Инженерия ведь не про поиск самого мощного решения. Она про поиск того, что не развалится под конкретной нагрузкой. Бензин великолепен в автомобиле и совершенно бесполезен под составом. Иногда самый сильный двигатель на планете — тот, который просто отказывается спешить. Если история вас удивила, поставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями и родными и подпишитесь на координаты неизвестного. А в комментариях напишите, что, по-вашему, заменит дизель на железной дороге первым: провод, батарея или водород? До встречи в новом выпуске.